Yeah. Привет, друзья! Меня зовут Иван, а это, вы сами знаете что. Это Алиса, точнее Яндекс-станция Мини 2, которая Яндекс-станция Мини новая или обновленная называется. Она у меня давно работает, служит мне верой и правдой, и в этом смысле это очень хороший прибор, классный. Я им очень доволен, использую ее по назначению, у нее прекрасный разъем есть, мы об этом еще позже поговорим. Но что делать? Прогресс не стоит на месте, и появилась новая Яндекс-станция. Яндекс-станция Мини 3. Вот такая вот, но другая. Давайте же посмотрим, что это такое. Я вот получил наконец-то, как только она вышла, практически сразу ее заказал. Сейчас распакуем и посмотрим, что там внутри, и попробуем ее подключить. Ну, как обычно, все это будем делать, исходя из чистых впечатлений первых, чтобы вы могли увидеть, как это вообще происходит, что это такое, как она выглядит. Сравним, конечно же, с вот этой прекрасной. Вот. Она почему-то часы перестает мне показывать, не знаю почему. Может быть, свет ей много светит. Итак, ну что же. Еще поболтаем. Да-да, поболтаем обязательно, и еще с твоей вот новой подругой. Ну что, начнем распаковывать? Погнали! Распаковка. О какой подруге вы говорите? Алиса, стоп, тихо. Нам нужно распаковать твою новую подругу. Вот, начинаем. Начинаем распаковывать без всяких промедлений. Ох, такая большая коробка. Кажется, что там как будто еще какой-то подарок. Что такое Яндекс-станция Мини 3? Это новое поколение. Вот как она выглядит. Вот как выглядит коробочка. Вот она. Я бы сказал, по дизайну очень схожа, но какие-то закругленные у нее внизу элементы. Что это значит? И самое главное, что нужно решить? Переходить ли мне с вот этой второй на новую или нет? Есть ли какие-то преимущества? Ну, в общем, затягивать не будем. Здесь есть хлястик. Это хорошо, нынче есть хлястик, что можно дернуть, и тогда не надо будет резать никаким ножом. Да, начинаем. А самое важное, что я вам хочу сообщить, что если вы досмотрите этот ролик до конца, то для вас там будет специальное сообщение-сюрприз. Поэтому не переключайтесь, смотрите дальше. Станция Мини написано тут и тут. Алиса, включи любимую музыку и так далее. Стоп. Алиса, не надо ничего включать. Алиса с Яндекс.GPT. Ну, открываем. Открываем там, где написано станция Мини. О, вот здесь правильно я открыл. А здесь у нас полезные инструкции и другие материалы. Что это такое? Знакомьтесь, Яндекс-станция. Ваша Яндекс-станция Мини. Управляйте станцией Мини. Видимо, для подключения здесь инструкции, если кто-то не справится. Мы сейчас сначала ее распакуем, а потом будем подключать. Так вот. Яндекс-станцию саму вытаскиваем. Видно, что у нее матовая поверхность такая. Плюсики, минусики теперь отличаются. Вот с этой сравнить, если вот они такие выступающие явно. А здесь сенсорные инструкции. Ну и вот здесь вот, кстати, специальный хлястик такой есть. За него можно вытянуть эту коробочку с инструкцией. Коробка плотного картона такая. Дорого упакована. Нормально. Ну что же, здесь все, чтобы подключить колонку к розетке. Ну это для тех, кто не понял, как говорится. А мы-то понятливые, и я уверен, что у нее разъем USB-C, да, так и есть кнопка микрофона. А еще одного разъема, о котором я хочу потом сказать, я пока не вижу. И, скорее всего, его и нет. Так, мы достали отсюда блок питания и кабель USB-C. Он такой по-дорогому прям скручен такой штучкой, я ее выбрасывать не буду, узнаете почему. Блок питания довольно строгий такой, я бы сказал, блок. С буквой Я, кабелечек. Прежде чем подключать, давайте ее как следует осмотрим. Как я сказал, уже здесь матовая поверхность такая классная. Такой же матерчатый материал, как и у старой колонки, только немного другая текстура. Здесь у нас есть возможность снять пленочку, и тогда она, видимо, не будет скользить. Специально я постелил вот здесь полотенце спортивное, чтобы меньше бликов было. Ну, наверное, они все равно есть, я надеюсь, видно хорошо. Здесь у нас есть QR-код, вероятно, который какой-то ID передает. Есть надписи, которые я не могу прочитать, они очень мелкие. Наверное, они не очень важны. Ну и кнопка отключения микрофона физическая, не сенсорная. Ну, что скажете? Мне кажется, дизайн, конечно, классный. Ну, строгий такой, как инопланетная летающая тарелка. По сравнению с этим явно выигрышный дизайн. Она и больше, и тяжелее,
тяжелее, а это значит, что там динамик получше, посерьезнее. Должна играть лучше, если ее использовать отдельно от каких-либо усилителей. Ну, как бы использовать ее отдельно. Ну, разумеется, у нее вряд ли есть аккумулятор. Я так думаю, что его нет. Посмотрим, давайте, что еще раз, что в инструкции есть. Знакомьтесь, включите колонку в розетку. Алиса расскажет, как все настроить и что она умеет. Давайте я вот это вот пока микрофон у нее выключу, чтобы она нам не мешала. Так, а чтобы любимую музыку, не забудьте подключить подписку плюс. Да, чтобы слушать какую-либо музыку, я уже говорил в предыдущих роликах, нужно подключить подписку плюс. Как и у других колонок, например, вот мы обозревали Sberboom Home. Посмотрите ролик на этом канале предыдущий. Там тоже нужна подписка другая с Сбер Prime, да, чтобы играть музыку или слушать радио. Попробуйте опцию Alisa Pro. Это, видимо, с подключением нейросетевой модели, чтобы она с Яндекс.GPT могла тут вам помогать. Ну и вот теперь инструкция станции мини. Как подключить? Включите устройство в розетку, дождитесь загрузки. Откройте приложение «Дом с Алисой» или «Яндекс с Алисой». В приложении нажмите значок Алисы и скажите «Настрой колонку». Что у нас здесь? Сенсорные кнопки управления громкостью, кнопка выключения микрофона, разъем питания USB Type-C. Как сбросить настройки нам показывают. Ну и, собственно, все. Больше никаких инструкций тут интересных нет. Станция Mini 3. В прошлое называлась обновленная станция Mini или станция Mini 2. Мне кажется, этот формат просто практически идеален. Ну, за свои деньги, цена сейчас вот появится здесь, посмотрите, сколько стоит. Ну что, перейдем к подключению. Давайте подключим. Вот блок питания у меня. Там внизу втыкается в розеточку. Как следует, воткнули. Мне тут писали в комментариях, что сначала нужно втыкать блок, а потом куда-либо другое место. Втыкаем. Сейчас мы ее потом послушаем пока, а потом я возьму вот этот свой телефон. С помощью него уже настрою колонку. Пока она грузится, я ничего не слышу. Вероятно, идет... О! Музончик такой приятный. Привет, это Алиса. Рада знакомству. Давайте настроим вашу станцию мини. Откройте на телефоне приложение «Дом с Алисой». Нажмите на фиолетовый значок и скажите «Алиса, настрой колонку». После подключения возвращайтесь, поболтаем. Вот. А для этого сейчас беру вот этот телефон, останавливаю на нем съемку, беру его и начинаю настраивать. Итак, я включил запись экрана, Wi-Fi у меня должен быть включен. Включил Wi-Fi, чтобы был интернет у нас, да? Проверка, интернет есть? Есть. Ищем приложение «Дом». Вот «Умный дом» называется приложение. И там нужно нажать кнопку «Алиса, настрой колонку». Да? Вот я вижу здесь. О, найдена станция Mini 3. Никакую кнопку даже нажимать не надо, никакую Алису просить ничего не надо. Найдена станция Mini 3. Мы нажимаем «Подключить». Настройка станции Mini 3. Станция моргает белым. Ну да, она моргает, я бы сказал, каким-то зеленоватым светом. Ну, я надеюсь, вы мне поверите, что она моргает белым светом, вот таким вот белесым. Станция мигает белым, нажимаем «Мой дом», да, выбрать, обновляем сети Wi-Fi. Сейчас нам нужно законнектиться к сети Wi-Fi, и что хорошо, очередной раз хочу сказать, поддерживаются сети 5 ГГц, поэтому мы выбираем 5 ГГц. Пароль она уже затянула, не нужно его печатать и скрывать от вас. Устройство подключается. Вот в прошлый раз у меня с первого раза как-то не получалось, да, вы смотрели Яндекс.Станция MIDI, вот посмотрите, ролик тоже на канале есть, почему-то сразу не получается с первого раза. О, она стала синей, подключилась к Wi-Fi, с первого раза ура, товарищи, ура. Станция Mini 3 обновляется, это займет примерно 5 минут. Ну, почти готово. Осталось только обновить прошивку. Пожалуйста, да. Подождите несколько минут и не отключайте питание. Не буду отключать питание. Это пока стоит, ждет у нас, показывает нам часы. Ну что же, подождем. Еще раз посмотрим на дизайн. Часы пока никакие не показывают. Надо будет сравнить у нее отображение дисплейчика, что очень классно и важно, то, что вот дисплейчик есть. Это большое завоевание, вот эти дисплейчики, часы. На них показывается анимация погоды и так далее. Узнать о возможностях, пока колонка обновляется. Продолжить. Ну что же, вот здесь в умном доме у меня видны разнообразные мои девайсы, которые тут имеются. Какие-то в онлайне, какие-то нет. Лампочки, пылесос, увлажнитель, датчики. В общем, классная тема это. Я не использую протокол Zigbee, и у меня таких устройств нет. Ну, наверное, пока. Но в целом все и так работает, в общем, через интернет.
И сценарий работает, и вообще классно. Посмотрите ролик на канале про мой умный дом. Практически с тех пор мало что изменилось. Вот я думал эту колонку обновить на эту, но, по-моему, пока что для этого предпосылок нет, по крайней мере в том сценарии, как я использую колонку. А использую я ее, подключая, все-таки поделюсь секретом, который вы уже наверняка знаете, у нее есть разъем 3,5. Вот такой разъем Поздравляю, еще одна колонка настроена. Так, я про разъем закончу. Значит, вот этот разъем 3,5, с помощью которого я слушаю с помощью кабеля музыку на больших колонках. И получается у меня некий стриминг, да. И плюс эта колонка используется как Bluetooth, такой портал. То есть, если сказать ей включи Bluetooth, она позволяет мне отправить музыку с телефона на усилитель. Об этом я уже много раз говорил. Ну, раз мы настроили эту колонку, то можно и проверить. Пока у нас настраивалась колонка, телефон заблокировался и остановил запись экрана, поэтому надо снова пойти в приложение «Дом» и увидеть, что станция Mini 3 у меня появилась среди устройств, все нормально. Выберите комнату, ну давайте выберем комнату какую-нибудь большую, в большой комнате, сохранить. Все, теперь проблем нет. Теперь она может управлять тоже моим умным домом. Наверняка сейчас проверим на вот этом свете, который настольный. Алиса, выключи настольную лампу. О, работает, ну то есть все нормально с ней. Алиса, включи настольную лампу. Все нормально, работает. Так, Алиса, покажи часы. О, вот она как показывает часы, а вот как вот это показывает часы. Есть разница или нет? Судите сами. В целом, я бы сказал, как-то более тускло видны часы, да? Может быть, у нее есть датчик, благодаря которому она на большой яркости хуже показывает, но мне пока меньше нравится. Не, ну сами посмотрите, видите, как ярко здесь и как не ярко здесь. Видно же? Видно. Ну что, включаем наш любимый Nickelback. Алиса, включи Nickelback Animals. Включаю Nickelback, песня Animals. Алиса, стоп. Алиса, громкость 8. Звук уже выставлен. О, спасибо. Давайте кусочек песни оттуда, кусочек песни оттуда. Алиса, включи Nickelback Animals. Включаю Nickelback, песня Animals. Алиса, стоп. Но я бы сказал, что у этой, конечно, более яркий звук, более сочный бас такой идет, но у этой более интересная картина, более такой середнячок с высокими, хорошо. Конечно, в целом играют они обе хорошо, но это явно лучше играет, потому что у нее больше, так сказать, динамический диапазон, больше частотный диапазон. Явно это улучшение связано с тем, что у нее другой динамик установлен. Даже можно к бабке не ходить, не проверять, не спорить. У обоих из них 4 микрофончика здесь с дырочками. Снизу мало отличий, она тяжелее. Ну и нет у нее разъема 3,5, о котором я тут опять говорю. И это жаль. Это жаль, потому что я так понимаю, что мне обновлять ее смысла нет. Потому что в моем сценарии я ее не слушаю как саму колонку. Я слушаю ее через внешний разъем. Поэтому возвращаем колонку на место, подключим к ней потом снова кабель. Ну а с этой колонкой, друзья, что можно сказать? Можно для прикола спросить еще у нее погоду, чтобы увидеть, как она на дисплее отображает это. Ну и, собственно, на этом закончим обзор. Но не закончим, оставайтесь еще на минутку. Алиса, какая завтра погода? Завтра в Москве в течение дня ожидается слабый снег с дождем. Температура от +1 до +2 градусов. Ветер слабый 4-5 метров в секунду. Порывы до 9 метров в секунду. Спасибо. И вам спасибо. Интересно, что анимация точно такая же, как и на прошлой колонке. Никаких изменений. То есть, скорее всего, изменения только в технологии самого динамика, то есть улучшение звука, и в дизайне. Ну и убрали разъем, нужный мне. Поэтому тем, кто досмотрел, сообщаю.
Эта колонка, поскольку она мне не нужна, я проведу ее розыгрыш. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, вы должны быть подписаны на канал или подписаться на него, оставить комментарий к этому видео, в котором написать «хочу колонку». И тогда я среди тех, кто оставил комментарий, проведу розыгрыш в онлайне, чтобы без обмана все было. Рандомно выберем победителя и отправим эту колонку тому, кто победит, тому, кому повезет. Хочу сказать отдельно, что это не реклама, я вас не призываю ничего покупать, просто делюсь с вами впечатлениями от нового девайса, рассчитывал на то, что он будет кандидатом на замену мне старого девайса, ну, не вышло, но все равно штука классная, очень классный дизайн, поэтому я очень доволен тем, что я приобщился к этой новой технологии, рассказал вам. Напишите в комментариях, понравилось вам или нет, может быть, вы еще где-то видели обзоры. Есть, кстати, новые другие цвета, дорого, недорого, с чем вы сравниваете, например, со Sberboom Home, если сравнить, там тоже неплохой дизайн и звучит неплохо. Спасибо вам, что смотрели, поставьте лайк, если вам понравилось, пишите комментарии, подписывайтесь, рекомендуйте это видео друзьям. Пока! Yeah.